Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Христос посреди нас! Сегодня 18 ноября по новому стилю, понедельник, седмица 27 по Пятидесятница. Православная Церковь в этот день совершает память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, избрания на патриарший престол 1917 года. Мучеников Галактиона Епистимии, святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Память отцев Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов и других святых сего дня. Все святые, молите Бога о нас. Поместный собор Православной Российской Церкви 1917-1918 год. Поместный собор Православной Российской Церкви, открывшийся 28 августа по новому стилю 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля. Важнейшим его решением было восстановление 21 ноября по старому стилю, 4 декабря по новому стилю 1917 года патриаршества в Российской Церкви, положившее конец синодальному периоду в истории Русской Церкви. Собор заседал больше года, до 20 сентября 1918 года. Большевики, чьи действия и узаконения прямо осуждались собором или лично патриархом, не чинили прямых препятствий проведению занятий собора. Собор, подготовка к которому велась с начала 1900-х годов, открылся в период господства антимонархических настроений в обществе и церкви. В состав собора входили 564 члена, в том числе 227 от иерархии и духовенства, 299 человек от мирян. Христос воскресе, дорогие мои друзья! Вчера, когда начали готовить документ, который сейчас зачитаю вам, 16 требований святого Филарета Вознесенского из 1965 года, хотел бы рассказать о том, когда мы начали заниматься этим вопросом с владыкой Енохом. Аж грешный немного молился, и в мое сердце Дух Святый вошел. И в такой радости загорелся огонь, и я в этом огне, братья и сестры, увидел людей. Я увидел людей того периода красной власти, вот этого красного дракона. Я увидел людей, как они ожидали, что за ними придут, схватят их и убьют. И видел тех людей, которые бегали, власти красные, народ как с ума сошел, бегал вокруг, и как люди сидели и молились Господу. И у них сердца по-человечески в какой-то, знаете, я это чувство ощутил, и в каком они чувстве находились, и я даже не знаю, как это объяснить чувство. Господь мне его подавал несколько раз перед смертью, когда смерть наступала. И оно мне очень знакомо, но объяснить я его не могу, это состояние. В этом состоянии ты от Господа не отлученный никак. Нету ни одной мысли, чтобы повернуть назад или еще что-то, но в сердце стоит что-то, знаете, вот по-человечески какое-то чувство сильной опасности надвигающейся, да, и человек чувствует вот это вот. И я настолько проникся этим состоянием, увидел, и их схватили потом, забежали и начали мучить, убивать кого как. Я увидел, как их души выходили, их сам Господь принимал. Они такие были радостные, счастливые. Я увидел такой свет. И потом они, братья и сестры, все вместе было явление, и они
поблагодарили о том, что мы их кровь пролитую, поруганную, и церковью, сейчас я буду доказывать, и властью, и народом всем. И хотелось бы мне сказать, что действительно, почему я говорю народа всего, именно того периода, о той церкви я говорю вот о чем, братья и сестры, что было как бы такое разделение, понимаете, людей. И вот в этом разделении те, которые отделились и служить власти, вот они все были в тяжелейшем таком вот положении, как бесноватые бегали. Добрались до власти те, которые были сами по себе низкие поступками люди. И когда им власть дали, что они могут судьбы людей вершить, они настолько были, кураж у них вошел в сердце, что они с счастьем и радостью убивали людей. Тех святых, о ком я и говорю вам. Особенно сильно это произошло, когда была подписана декларация Старогородского Сергия, Красной власти, о том, что радости Красного Дракона, радости и МП Московской Патриархии. Вот в этот момент произошло великое множество того, что люди скрывали, печати скрывали, как все, как сейчас происходит, только сейчас Антихрист более лукавый, там более напрямую действовали, но больше мне хотелось бы обратить внимание на то, что они потом, когда явились моему сердцу, в огне сердца я увидел, и они поблагодарили нас всех, что мы их честь и кровь отстаиваем. Понимаете?